Всем привет! Начать нашу встречу хочу со слов извинения перед всеми теми подписчиками, которым я обещала оказать посильную помощь в сборке этой ажурной кофты. Ну вот, не получалось. То сё. То мой позвоночник ремонтировался, то вязала очень интересный проект ажурный, супер топ. Можете найти его у меня на канале. Ну, наконец-то я добралась до этой туники, до этой прекрасной туники. Давайте рассмотрим некоторые детали сборки. Надеюсь, мои короткие комментарии помогут вам собрать эту прекрасную кофточку. Так, продолжаем работу. Как я вам уже сказала, я эту модель вяжу на несколько размеров больше, чем та, которая была в первом и втором видео. Вот спинку я уже собрала. Там у меня будет по бедрам где-то 110. Вот эта передняя половинка. Я еще один ряд буду довязывать в момент объединения переда и спинки и формирования рукавов. Сейчас нам нужно будет подготовиться к началу вывязывания рукавов и горловины. Для этого мы будем вязать вот такие вот половиночки. Вот эту сюда и вот эту сюда. То есть у нас начнет формироваться горловина и плечо. Вот таким образом. Общая сборка вот такая изначально была. Вот об этих половинках сейчас я говорю. Но здесь, видите, 3 на 3 было спинка и перед. У меня будет 4 на 4 и плюс плечевое вот эти вот половины. Ну вот так вот. Вот смотрите более детально. Я так складываю спинку и перед, чтобы одинаковые элементы находились друг напротив друга. То есть вот здесь у нас будет горловина. Вот здесь круглые элементы. Значит, половинчатый элемент у нас будет вот такой с этой стороны между ними. Вот. А с этой стороны у нас будет два элемента елочки. С этой стороны мы будем вязать вот такой элемент. Только смотрите, какой момент. На предыдущем примере, на предыдущей тунике я столкнулась с тем, что вот здесь по схеме по 9 вершин. И здесь, и здесь. Но мне для красоты, для того, как вот оформить горловину, мне вот не хватило одной вершины. И я вязала по 10 вершин. То есть сейчас мы используем эти схемы, но делаем не 9 вершин, а 10. Так, вот связалась моя вторая туника. Как я вам и говорила, я ее буду делать большого размера, не на 3 вертикальных ряда и 4 горизонтальных ряда, а 4 по ширине, 1, 2, 3, 4 и 1, 2, 3, 4, 5 по высоте. В принципе, для сборки полочки спинки тут ничего особенного не нужно. Сшиваете по элементам, то есть каждый элемент по 2 сверху, 2 снизу, 2 справа и слева. И по диагонали маленькие элементы. Маленькие элементы, как обычно, каждому из крупных элементов по 2 сцепления. Теперь, что касается плечевых. Много вопросов по соединению на плечах. Вот половинка с одной стороны. Вот половинка с другой стороны. То есть, смотрите, соединение идет, как положено, 2 крайних соединяются. Здесь полный элемент закрылся, здесь полный элемент. И между ними вот половинчатые маленькие. Теперь от рукава, от половинки, опять, как обычно, соединяетесь со следующим элементом большим, тоже 2 снизу. Между ними маленькие. И от этого уже вяжете сюда большой сплошной вязкой справа и сплошной вязкой слева. Присоединяете, как обычно. Вот 2 штуки. До низа рукава так все и провязываете. То есть вот от половиночки, смотрите, вот половинка. И пошли первый цельный элемент, второй цельный элемент, третий цельный элемент. На рукаве у меня 3 элемента, и я его делаю 3/4. Не стала делать так, как на схеме. Блин, плохо снимаю, ничего вы тут не поймете, наверное.
В общем, вот 3 элемента. Вот так я еще получше сделала, чтобы было видно. Именно рукав. Вот половиночка. Здесь смотрите, какое крепление, как, потому что многие сбились совсем. Здесь по краям 2 маленьких. И опять пошли крупные, и тут обычное соединение. В обороте у меня 3 крупных элемента. И точно такой же рукав с той стороны, только начинается не вот таким половинчатым элементом, а вот таким. Потому что оно идет в шахматном порядке. И здесь получается, видите, у меня следующий элемент сплошной. Этот ажурный, здесь сплошной. На той стороне здесь сплошной, тут ажурный, тут ажурный. Так, сейчас я еще кусочек досниму под рукавом. Теперь смотрите, самая проблема собрать подмышку. Конечно, то, что нарисовано на схеме, это вообще невозможно рассмотреть там и сделать так. Естественно, получается узко. Поэтому что я сделала? Я связала спинку перед, соединила их по плечам и начала от верхней части вывязывать рукав. Вот так, в длину. Подмышку я не трогала. Вот тут оставалась у меня дырка. Я связала еще 2 элемента, соединила все их между собой, померила на того, на кого у меня кофта. И дальше вот такой момент, смотрите. По идее, да, здесь должны быть маленькие элементы вот здесь, вот здесь. Но у меня их нет. Подмышка состоит из такого количества вершин, какое вам нужно. Вот посмотрите, сколько у вас вершин есть от предыдущей вязки. И к каждой привяжете. Для того, чтобы под мышкой не было больших дырок, потому что, вид будет совсем другой, я вершины создавала не только там, где были соединения звезд, но и вот сюда крепила, где соединение было, чтобы дырочки были поменьше. И, в общем, оставляете подмышку и вяжете столько элементов, сколько вам необходимо. С учетом того, что если бы я вот эти вот промежуточные не провязывала, мне бы хватило 12 вершин. То есть вы делаете по этой схеме, но делаете не так, как мы вязали всю тунику по 16 вершин, а именно здесь достаточно 12. Но я сделала 18, потому что я довязывала еще вот здесь. То есть у нас по схеме должно быть 16 столбиков с накидом. Я делала 18, и дальше уже от них плясала по рисунку. Рисунок не испортится, не изменится. Вот это нижняя часть, фактически подмышка. Вот здесь идет основной рисунок. То есть спинка и перед соединились, да? Здесь идет продолжение рукава. И вот я вам говорила, что вот здесь я оставляла дырку, вязала эти элементы, а дырку оставляла. И уже потом, когда у меня закончилось, я сюда вот эти маленькие элементы не включала, а полностью по вершинам посчитала, сколько мне нужно вершин. И я вписала в каждую, с учетом того, что я привязывала, смотрите, и между звездочками, да, вот, и в каждую вершинку, которая была свободна. У меня получилось 18 вершинок. И вот, да, все закончено теперь. Горловину тоже можете обвязывать как угодно, как вам нравится. Я выбрала обычные вот веерочки из одной вершинки. То есть я сначала провязала из каждого элементика такую вот цепочку, типа как вот на этом элементе, вот такую. А потом в одной крепилась, в одной из одной веерочек из 5 столбиков. И вот таким образом вот обвязала. Вот так получилось. Нормально. Аккуратненько и красивенько. И шея не тянется сильно. В результате получилась замечательная туника. И то, что нарисовано там на схеме, я лишний раз убедилась,
что это на ребенка или на очень-очень худенькую девушку 42 размера. Даже учитывая то, что я использовала нитки, которые там были написаны, крючок, который там был написан, и все равно она оказалась гораздо меньше. Пришлось мне ту подарить, а связать новую. Цвет очень красивый, бирюзовый. Ну вот. Всем пока.